Михаил Ефремов на свободе. В Петербурге судят блокадницу, а генерала, обвиняемого в мошенничестве, отправят на войну вместо тюрьмы. Это новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайк, подписывайтесь, и мы начинаем. Актер Михаил Ефремов вышел на свободу. Он покинул исправительные учреждения рано утром, оставив ни с чем десятки журналистов, собравшихся у колонии номер 4 в Алексеевке Белгородской области. О том, что Ефремов уже отбыл по месту регистрации, им сообщил адвокат Юрий Падалко. Значит, Михаил Олегович уже освобожден, в законном порядке установленном, и отбыл по месту своей регистрации, город Москву. Сейчас он будет лечиться, естественно, дальше он вернется к своей карьере, потому что он талантливый артист очень, понимаете, он любит свою профессию, он по ней сильно скучал. Он даже здесь, вы знаете, снимал эти фильмы короткие. Неизвестно, поехал ли актер домой или сразу в больницу. Ранее СМИ сообщали, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Михаил Ефремов должен был отсидеть в колонии 7,5 лет, но вышел по УДО. В 2020 году он, будучи нетрезвым, выехал на встречную полосу на Садовом кольце. Его автомобиль столкнулся с фургоном, водитель которого скончался. Перед УДО Ефремов пообещал больше никогда не пить и не садиться за руль. На 83-летнюю блокадницу Людмилу Васильеву составили протокол о дискредитации армии. Дело уже поступило в Куйбышевский районный суд. На это обратило внимание петербургское издание «Бумага». Протокол составили из-за пикета Васильевой, который прошел 24 февраля. Тогда она вышла к гостиному двору с плакатом «Люди, остановим войну. Мы ответственны за мир на планете Земля». Тогда полицейские подходили к женщине, но задерживать ее не стали. Российская армия усилила наступление на всех участках фронта в Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные ВСУ, а также публикации украинских офицеров в соцсетях и беседы с солдатами. Активизация боев происходит на фоне переговоров США, России и Украины о перемирии. Причем основные усилия российские военные предпринимают в районе Днепропетровской области. Бои уже идут в 6 километрах от ее границы, а жители приграничных районов эвакуируются. Украинские военные пишут, что Путин не остановится, пока его войска не войдут в регион. Днепропетровская область ни разу с момента полномасштабного вторжения не была оккупирована. CNN предполагает, что для России, как и для некоторых американских переговорщиков, регион может стать разменной монетой при обсуждении перемирия. В то же время главком украинской армии Александр Сырский заявил, что россияне начали наступление на Харьковскую и Сумскую области. Об этом он рассказал в интервью изданию «Левый берег». Ранее президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки утверждал, что российская армия готовится наступать на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Напомню, еще недавно Дональд Трамп уверял, что Путин стремится к миру. Однако уже в начале апреля даже Трамп заговорил о том, что российский президент просто тянет время. Китай не отправлял свои войска для участия в войне в Украине. Об этом заявили в МИДе республики. Накануне пресс-служба президента Украины опубликовала видео с пленным, захваченным, как утверждается, в Донецкой области. По словам Владимира Зеленского, вместе с ним был еще один мужчина, и их называют гражданами Китая. Официальный Пекин настаивает, что требует от своих граждан, цитата, «воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон». Генерала Ивана Попова, обвиняемого в подлоге и мошенничестве, отправят на войну. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на адвоката. Коммерсант со ссылкой на источник сообщает, что Попов будет командовать одним из штурмовых отрядов «Шторм-З». Это подразделение Минобороны, в которое отправляют бывших заключенных. По версии следствия, генерал-майор Иван Попов причастен к хищению ценного металла на сумму более 100 миллионов рублей. Дональд Трамп заявил, что лидеры стран, для которых он ввел повышенные торговые пошлины, звонят ему и целуют. Впрочем, послушайте сами. Нам начинают звонить и целовать меня в зад. Они до смерти хотят заключить сделку. Пожалуйста, сэр, заключите с нами сделку. Я сделаю что угодно. Я что угодно сделаю, сэр. Это заявление президент США сделал, выступая на торжественном ужине Национального республиканского комитета Конгресса. Ранее Трамп предупреждал своих граждан о том, что в стране настанут трудные времена из-за того, что он сам называет экономической революцией. Напомню, что в первые же дни после принятия новых импортных пошлин американский фондовый рынок обвалился, а состояние самого президента США, по оценке Forbes, уменьшилось на $500 миллиарда. Вслед за американским фондовым рынком обвал на российском. Индекс Мосбиржи в среду 9 апреля упал. Это связывают в том числе с падением цен на нефть. Ранее издание Moscow Times подсчитало, что российские инвесторы уже потеряли на торговой войне Трампа миллиарды рублей.
Фильм «О чем говорят мужчины» квартета И подвергся цензуре. Из него, например, исчезло упоминание группы Би-2, на концерт которой ехали герои картины. Конечным пунктом их путешествия должна была стать Одесса, но телеканал Дом кино вырезал карты с ее обозначением. В итоге, куда под разговор едут мужчины, стало непонятно. Также из картины удалили упоминания об облавах на грузин в 2006 году и вырезали эпизоды с Андреем Макаревичем и Максимом Виторганом, которые высказались против войны с Украиной. Ранее тот же Дом кино отцензурировал фильмы «Брат 2» и «День радио». Новости импортозамещения. Производство единственного российского телевизора из реестра Минпромторга остановили из-за низкого спроса. Как пишет газета «Коммерсант», завод «Квант» остановил сборку всей линейки телевизоров Ирбис. В компании пояснили, что Ирбисы не покупал даже госсектор. Там предпочитали LG, Sony, Samsung, Xiaomi и другие иностранные марки. Автор «Игры престолов», писатель-фантаст Джордж Мартин, встретился с животными из своей книги. Ну, почти что. Вот эту фотографию Мартин опубликовал после того, как компания Colossal Biosciences рассказала об удачном эксперименте по воссозданию так называемых «ужасных волков». Эти хищники вымерли около 10 тысяч лет назад. Ученые подчеркивают, что это не те же самые животные, просто они имеют внешние черты своих далеких предков. Двух щенков назвали Ромул и Рэм, а их мать — Кхалиси. Ужасные волки стали прототипом лютоволков, вымышленных животных из книг «Песнь льда и пламени», а также из сериала «Игра престолов». Это были новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Меня зовут Василий Азаров, а вечером смотрите итоги дня с моей коллегой Еленой Малаховской в программе «Воздух». Ставьте лайк, пишите комментарий. До встречи.